Всем привет! Это канал Мечтательница у моря. Меня зовут Саша, и я рассказываю о своей жизни в Новороссийске и не только. Добро пожаловать! Пришла с прогулки и на прогулочке купила айранчик. Вот такой вот, обожаю его. Это майкопский айран. Похож на турецкий, тут даже, видите, написано турецкий. Он не газированный, это главное его отличие от всех остальных айранов. Вот, продается у нас в Магнитах больших. А еще, ну, вообще я шла, потому что думала, что там будет большая бутылка, но в итоге взяла вот 2 таких стакана. Вот, а большая бутылка вот так выглядит. Это я в другом магазине покупала, в другом Магните, а вот в этом, в который я сегодня заходила, не было. Это именно большой, типа, который экстра. Вот, офигенный. Вот мой ужин будет, я так понимаю, сегодня. А это уже на завтра. Вкусняшка. Короче, вот такую историю сделала. Накрошила огурца и рукола. И залила все это ранчиком. Пришлось, кстати, одну маленькую вскрыть, потому что мне не хватило из большой. Это большая кружка. Это вот будет мой сегодняшний ужин. Привет, ребята! Вот и лето пришло в Новороссийск. Я вчера ходила на пляж. Кусочки этого видео вы уже посмотрели. И сегодня, естественно, расплачиваюсь за это. С лицом все нормально вроде бы, а вот грудь немножко сгорела и руки. Тут не видно сейчас. Не видно. Не видно. Ну, как вы понимаете, вообще прям такая себе история сгореть в первый поход на пляже. Но нормально. Как будто бы не жила больше 20 лет на юге России. Ну, а моя рекомендация в таких ситуациях — это не реклама, это просто мой личный
многолетний опыт. Это вот такая вот пенка с пантенольчиком. Во-первых, она не липкая. Во-вторых, она классно легко наносится. И если кожа даже сильно повреждена, это можно сделать аккуратно, это будет не больно. И эффект очень хороший от такой вот пеночки. Я знаю, что бывает такая же история немецкого производителя, и она прям еще круче, потому что там, по-моему, пантенола 7%. Вот, ну, если вдруг вы так же, как я, пострадали на солнышке, всем рекомендую. Но вообще используйте солнцезащитный крем и не проводите на солнце слишком много времени. Ну, я, кстати, вчера недолго была, я вчера всего 2 часа провела на солнце, но, видимо, после зимы очень агрессивно оно для меня. Ну, ничего страшного, переживем. Да, я боюсь. Пожалуйста. А помните лавки, которые я снимала запакованные? Вот они теперь распакованные. Выглядят так себе. Собираюсь приготовить завтрак. Угадайте, что будет. Ладно, расскажу. Это буду делать овсяный блинчик из овсянки. Я обычно беру просто пачечку овсянки любой, добавляю туда одно яичко и молока. Ну, либо если нет молока, то иногда добавляю воду. Сейчас это все смешаю, и будет у меня смесь для овсяного блинчика. Вообще можно добавлять туда и зелень, и все, что душе угодно. Хоть котлету засуньте. Ну, мне нравится вот такое вот легкое сочетание. Приятного аппетита всем, кто кушает, завтракает и так далее. Гуляю возле планетария. Ни разу тут не была. Ну, наверное, здесь прикольно. Нужно как-нибудь сходить. Я люблю планетарий, в принципе. Вот. Последний сеанс в 17. Сегодня уже не будет. Такие вот программы. Смотрите, как интересно. Он совсем небольшой, конечно, если сравнивать, например, с планетарием Волгоградским. Он совсем небольшой. Но здесь вот такая вот экспозиция. Капсулка спускаемая. Не знаю, что это такое за батискаф. Не подписано этот аппарат. Макет детский такой ракеты. Такие вот штуки, с которых можно пофоткаться. Ну и, конечно же, есть бюст Юрию Гагарину. Куда же без него? Первый космонавт планеты. Симпатичный, кстати, бюст.
Вот здесь еще одна ракета-носитель «Восток», на которой Гагарин и летал, собственно. Такой вот макет. Ну, а сам планетарий вот такой вот крошечный, совсем небольшой, но симпатичный и достаточно милый. Ну, еще здесь есть небольшая аллея в честь космических людей. Вот, дерево. Гагарин, русским витязем и других. Вот, летчики-космонавты, различные вот такие вот деревца. Миленько. А вот еще одна экспозиция. Тоже здесь много информационных материалов про нашу космическую отрасль, про всякие аппараты, которые летают. Короче, много всего интересного. Можно походить и почитать. И вот такой вот макет. Даже какого-то спутника, я так понимаю. Если будет где-то подписано. Ну, выглядит он симпатично. Так инновационно. И вот еще один. Немножко, конечно, такой в поломанном каком-то виде. Я даже не знаю, это макет или настоящий спутник. И вот такой вот тренажер, на котором проверяют. Видимо, старый. Сейчас, наверное, на других должен, по идее, крутиться, но такая внушительная штуковина. Короче, интересненько, интересненько. А на набережной тут у нас какая-то инсталляция. Космическая тема тоже. Вот такая вот у нас луна, наверное, это луна. Похоже на луну. Надувная, судя по всему. И вот такой вот космонавт. Интересно, что все это значит? Очень. Это вот у меня муж вообще, я там, у меня смотрит, я буду вообще всегда. Хочу просыпаться, где пахнет солью, где окна в рассвет, а не в этаже. Кружка кофе, старый плед на стуле и пара шагов до кромки воды. Тут меньше людей, чем забытых писем. В папке черновик у меня внутри. Я строю из ракушек маленький город, пока ожидание режет по груди. Жить у моря, просто жить у моря, где мой тихий берег, где мой дом, все мечты разбросанные в песке. Я по одной соберу, не спеша, босиком. Жить у моря, просто жить у моря.